Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этом выпуске я хочу показать вам самую первую и крупнейшую ведущую фарминговую платформу, основанную на Matic Network. Для тех же, кто слышит о Matic Network впервые, в двух словах расскажу, что это. Итак, Matic Network – это масштабирующее решение, созданное для публичных блокчейнов. Данное решение основано на адаптированной реализации платформы Plasma с реализацией на основе учетной записи, благодаря чему Matic способен поддерживать все существующие инструменты Ethereum и, что самое главное, имеет более быстрые и дешевые транзакции, что, как вы понимаете, на сегодняшний момент очень актуально. Более того, Matic Network является отличным решением для многих разработчиков, в том числе даже для тех, у кого уже есть свое DApp-приложение, потому что благодаря грамотно выстроенной архитектуре блокчейна разработчики легко могут мигрировать из цепочки Ethereum, что по мне является весьма интересным. Одним словом, если вас заинтересовала сеть Matic, то ссылку на сайт вы найдете в описании. А сейчас я все же вернусь к главной теме нашего сегодняшнего выпуска, которая, как я уже сказала, посвящена первой крупнейшей децентрализованной фарминговой платформе, работающей на Matic, которая называется Polyvelle. Если честно, то столь громкие заявления не возникли из ниоткуда, вовсе нет. На самом же деле внутренний токен платформы под названием Krill уже обладает весьма немаленькой капитализацией, равной почти 5 миллионам долларов США, а общая заблокированная сумма в рамках Polyvelle насчитывает и вовсе почти 50 миллионов долларов США. Не знаю, как вы, а я крайне впечатлена. Более того, это не просто статичные цифры, которые были прописаны и застыли здесь раз и навсегда. Нет. Данная статистика регулярно обновляется, и пока я вам тут все это рассказываю, данное значение изменилось уже несколько раз. Как видите, общая сумма растет и растет, а это значит, что многие пользователи с удовольствием используют доходные инструменты данной платформы. Что ж, думаю, пора и нам с ними уже наконец-то познакомиться. Для этого перейдем в раздел Tanks и посмотрим, какие же токены вы можете отправлять в стейкинг и получать за это свои вознаграждения, выраженные в токене Krill. Итак, в первой тройке, как вы видите, идут токены самой сети Matic, WBTC и Ethereum. Также вы можете стейкать и стейблкоин, представленный в USDT, а также много других монет, две из которых, как вы уже успели заметить, дают самое большое значение APR. То есть, отправляя в стейкинг токены Quick, вы получаете APR равный 1143,82%. Но самым выгодным, по сути, является стейкинг токена YLD, который дает аж 3773,76% APR. Не знаю, как вы, а я весьма шокирована. Однако, как бы там ни было, и это еще не все, потому что самый топ вас ждет впереди. Для этого достаточно перейти в раздел «Океан» и увидеть пул ликвидности токена Krill в паре к стейблкоину USDC, участвуя в котором вас ждет доходность почти в 100x, или же процент APR равный чуть больше 4000%. Обменять же токены Krill вы легко можете на QuickSwap, где он, собственно говоря, еще и успешно торгуется с 23 апреля, продемонстрировав тем самым, я бы сказала, достаточно внушительный рост, ведь на момент торгов цена токена составляла чуть меньше $1, а сейчас она успешно перевалила в цене за $40 за один токен. И я уверена, она будет продолжать расти еще дальше, так как если взглянуть на их дорожную карту, то планов по развитию команды разработчиков еще много, и в ближайшее время они намерены пройти аудит, запустить механизм сжигания и много чего другого. Кстати, в рамках данной платформы будет еще и лотерея, где вы, приобретая билетик всего за 0,1 Krill, получаете шанс участвовать в розыгрыше призов. При этом, когда вы приобретаете лотерейный билетик за 0,1 Krill, вам выдается случайная комбинация, состоящая из 4 цифр, каждая из которых находится в диапазоне от 1 до 14, например, 1, 9, 3, 2, где все, что вам нужно, так это угадать все 4 числа в точном порядке. Если вы угадали все 4 числа, то получите 50% от всей суммы банка, и так по убыванию. Ознакомиться же с более подробными условиями, я думаю, вы сможете уже самостоятельно, так как для этого я обязательно оставлю все ссылки в описании. В завершении же своего обзора хочу вам напомнить, что мои видео носят исключительно информационный характер и ни к чему вас не призывают. Поэтому вся ответственность за принятые решения лежит исключительно на вас. Что же касается моих мыслей на этот счет, то, как по мне, платформа Polyvelle очень интересна и достаточно перспективна. Поэтому я с огромным удовольствием
продолжу за ней наблюдать. И кто знает, быть может, даже отправлю немного токенов в пул ликвидности, чтобы получить весьма приятные вознаграждения в токене Krill. На этом же у меня все. Как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. А чтобы его не пропустить, подписывайтесь на мой канал CryptoLady, если вы это еще не сделали, и обязательно активируйте колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех самых интересных криптовалютных решений.